Я сейчас сделаю погромче. Дрожите, детей к груди прижимайте. По нашим землям прошел император Эмгыр. Осадил каждую крепостицу отсюда до Синих гор. Рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера, вы стоите у обрыва. Короли предали вас, и вы обратились к богам. Но вы не молите, не падаете на колени, посыпая голову пеплом. Нет, вы скулите, почему боги оставили нас? Пора вернуться на путь, с которого мы давно сошли. Было время, Сейчас я сделаю погромче. когда наш мир соприкоснулся с другим. Ученые зовут это сопряжением сфер. Волей богов силы зла проникли в наше обиталище. И в этой катастрофе родилась нечестивая сущность, что зовется магией. Но мы не запретили ее. Нет, мы изучали ее ради власти и могущества. А что же чудище у наших дверей? Подлые останки сопряжения. Тролли, трупоеды, волколаки. Воздели мы меч против них? Или возложили эту ношу на других? На тех, кто зовется ведьмаками. На заблудших детей, обученных волшбе, чьи тела извращены богопротивными ритуалами. И они борются с чудовищами, хотя не отличают добра от зла. Искра человечности давно уже угасла в них. Да, с годами их все меньше. Но и поныне они бывают в наших краях, за деньги выполняя свою кровавую работу. Позоря нас самим своим существованием. Истерзанный войной север обливается кровью. Битвы есть удары бичей божьих, что очистят грехи наши. Вспомните об ужасах, терзающих наш мир извне. Дикая охота скачет по небесам каждое полнолуние. Темные эти всадники, вестники второго сопряжения, уводят наших детей в неведомые земли. Но можем ли мы обратиться вспять к свету? Хватит ли у нас сил изгнать чародеев и объединиться вокруг тепла вечного огня? Ночь, час меча и топора. В этой войне никто не поможет нам. Ночь, час безумия, час презрения. Вау. Ну что ж, друзья. О! Ну что? Для тех, кто... Уровень сложности. Для тех, кто не хочет отвлекаться на врагов. Но это понятно, это для девочек, это как бы для стримерш, которые, да, сидят там, это, титьками своими в камеру светят. Для тех, кто не любит простых решений. Боль и страдания для закаленных в боях игроков. Давайте включим обучение. Я немножечко, ребят, хотя бы вспомню. Надо вспомнить. На смерть! Неслась. Not bad.
Ведьмаки по факту это как из «Властелина колец» этот, как он называется? Как типа следопытов. То есть он вроде и следопыт, и чувак, который убивает чудовищ. Борется с магией. Guten Abend. Guten Abend. Вначале немножко потуплю, ребят, из-за, ну, непоняток с управлением. Я сейчас постараюсь, ну, как можно быстрее, ребят, влиться в процесс. Это я, кстати. Бан. Сейчас постараемся как можно быстрее вспомнить. Попили пивка. Сразу просто схода бан. Слушай, это совсем не смешно. Так, тут все глаза прикройте. Пожалуйста. Разбудить? Уже полдень. Я, к сожалению, ребята, отскипнуть не могу. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Блин, мне бы только вспомнить все. Или к счастью, да. Ну я пошел. Ага, пока. Уже женщина. Бля, какая. Так, это все не по-настоящему, если что. Держу в курсе, это все не по-настоящему. Мы это осуждаем. Или одобряем, наоборот. Не, Ведьмака вообще нельзя осуждать. Это легендарная игра. Так что это все не по-настоящему, поняли? Нет меня? Блин, мне бы только вспомнить, это, если я не ошибаюсь, Йеннифер же, да? По-моему. По-моему. По-моему, Йеннифер. По-моему. Ну что ж, а теперь... Теперь надо вспомнить вообще, что здесь как делается. В ходе обучения, бла-бла-бла, это понятно. Так. Что у нас по сенсе? Сенса, наверное... Чуть-чуть поменьше, прям чуть-чуть поменьше сенсу.
вашего позволения, ребятки, сделаем. Угу. Я думаю, где-то вот так вот. О, оно. Так, ВАСД. Это дефолтно. Миникарта, список задач. Понял, принял. Найди ключ от спальни. Угу. Ведьмачье чутье, правая кнопочка. Это режим, можно сказать, следопыта. Угу. Так, пробел прыжок, по-моему. Да, пробел прыжок. Сейчас мы быстренько все вспомним. Ну, а вот собственный ключик. Есть. Открыть. Замок закрыт. Лишнее, я думаю, пока ничего брать не будем. А вот что вот это... Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Что-то каким-то каблуком попахивает. Так, ну я как истинный джентльмен обязан подойти и поговорить с Йеннифер. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Ну это лайк. Это не педагогично и неразумно. Это определенно лайк, как бы, да. Такс. Ну, здесь я даже не знаю. Здесь... Ну, например, Мне тебя очень не хватало. И мне тебя. Блин, она очень Но красивая. у нас еще будет время. Просто нереально красивый Я прорисованный искупаюсь, персонаж. сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Я напомню, ребят, если 10к лайков эта серия собирает, дальше пилим и пилим, но я думаю, эта серия игр будет собирать просто бесконечно лайкосы. Я бы ставил бы, сам себе буду ставить, чтобы как можно больше было. Так, ну что ж, давайте погрузимся, ребят. Холера. Отличный у нас все-таки перевал. Я очень скучал по этому. Просто безумно по этому скучал. Так, я так понимаю, здесь теперь ключик надо, да, заюзать на дверочке? Да? Так, бежать я, к сожалению, не помню, как. Прыгнуть в пробел, а вот как бежать я не помню. Сейчас, я думаю, игра подскажет. Уровень сложности на смерть называется. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Грим, спасибо. Вот холера. Я Спасибо, ребят, за только донат, я прикрыл попозже глаза, прочитаю. пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил, не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на Нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу.
Нет. Кто также умеет Понятно, пацанить. почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну, эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Извинись. Вот даже Цири извиняется, в отличие от моего бывшего лучшего друга. Ай-яй-яй. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней с солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно. Конечно, через Сейчас стены. заодно и мы Ты в школе вспомним. ведьмаков или в оранжерее? Сейчас нам бы вспомнить бы только, как все это делается. Внизу первая. Только если свалишься. Так. Сейчас мы заодно вместе с Цири вспомним. Мгм. Помним. Так. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Чуть-чуть еще надо сенсу подубавить. Оба. Что? Застрял? Тебе помочь? Ну да. Первая! На-на-на, на-на-на, на-на-на. Ну-ну. Школа. Первая. Ой-ой-ой. Ну и лицо у Весемира. Давай поддадимся. А ты чего ожидала? Сейчас кого-то любить будут. Блин, вот этого жестко вообще покоцали. Очень жестко. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Бан. Так, ну-ка, Не верти хвостом. Шкила. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? А то А доиграешь. то бан сразу. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы
или сразу спарринг? Наверное, основы надо сразу все прогнать. Наверное, основы. Давай, Начнем всё сначала. вспомню сразу. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт. Сейчас, одну секунду. Чуть-чуть еще надо. Чуть-чуть, прям поменьше. Или где-то даже 55, наверное, 0. Даже 0,45 сделал. Оно. Так. Чтобы выбрать цель и отметить выбор, нажмите Z. Это мы сейчас переделаем. Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Что теперь? Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Нажмите Alt. Ага, Alt это отпрыгнуть. Кто следующий? Теперь блок. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Что мне блокировать? Я дерусь глупой куклой. Научишься плавать. Пусти в воду. Репост. Удар. Отвечай. Погода меняется. Неплохо. Контратаку я тоже вспомнил. Вот тебе! В артерию! А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Так, Квен. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри почему. Квен, в общем, щит. Это я помню. И чтобы искры летели. Так, Игни. Видишь? Если бы не Квен, я бы оказался в огне. Арт, Геральт! Давай! Арт, не помню, что у нас такое. Ага, оглушение. Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит нину. Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. Это помутнение рассудка, Аксий. От Аксия все в голове путается. Теперь Ирден. Помнишь его? Сука! Так я и шевельнуться не смогу. А, это этот. Да, я помню. Что это такое? Кидай бомбу. Не бойся, Цири, Квен выдержит. Бомбу? А, все, помню. Бам. Так. Прицельтесь в одну из кукол. Ну, это типа бомбы покидать. Свободная тренировка. Окей. Ладно, достаточно. Теперь спарринг. Кто следующий? Ну, сколько мне еще ждать? Кто теперь? Неплохо. Ляшему.
Все. Я все вспомнил. Ух ты! Да ты просто зверь! Не-не, меч надо убрать, это я помню. Я просто посмотрел, ребят, еще маленечко побился. Ах, вот же Почему-то дьяволёк. какие-то сцены вернётся, тихие, я заметил. Посажу её полировать Какие-то. все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Тихо стало, я ничего не менял. Чистить все мечи до последнего. Что за... Веселее! Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Неплохой такой переход. В некоторых сценах, да, почему-то такой потише звук становится. Темерия, дорога на Визиму. Май 1272 года. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Сон. Долго рассказывать. Друзья мои, Заря еще не всем скоро. спасибо, кто смотрит Время есть. видео. Напомню то, что, ребят, сейчас все стримы проходят на канале Твича. Всю эту серию вы можете посмотреть на Twitch-канале. Ссылки все будут внизу в описании. Не забывайте подписываться на мою страничку ВКонтакте, чтобы не пропустить стримчанские. Но они в основном всегда вечером по Москве, где-то после 8, где-то вечером. Так что заходите. Если что, от 7000 человек вам всем привет. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Мгм. Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. Сейчас рассветет, пора ехать. Мы пройдем все, ребят. Если вы будете топить за Ведьмака и ставить лайки на Покажи-ка мне ютубе, письмо от Йеннифер. пройдем все 3. Может, ты упустил Каменные что-нибудь? сердца и кровь и вино. Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Я собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее в Вербице у Визимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Это личное. Очень личное.
Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может, и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На Макс, 2-3 спасибо. дня. След свежий. Только вот ведет он на Большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Спасибо, Александр, Лед. Слышишь? Слышу и чувствую. Вот здесь, я помню, меня убивали просто по КД. Нихера себе, парня. Not bad. Минус. Ай, хорошо. Было опасно. Дождем. Не попал. Нифига себе. Последний. Давай вдвоем. Два ствола сейчас закатим, постараемся. Ой-ой-ой. Красиво. Это было потно. Проходит, за ним по пятам идут трупоеды. Чтобы восстановить здоровье, съешьте Идем, пока что-нибудь новые и не набежали. помедитируйте не меньше часа. Это было очень потно. Так, давайте что-нибудь захаваем. Этот уровень сложности Я ошибок рассказывал. не простит. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Кстати, подождите-ка. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет, потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят. Кстати. Берегитесь. В лесах скрываются бандиты, называющие себя солдатами Тимерии. Они были объявлены вне закона, так как угрожают безопасности подданных императора. О как. Так, мне бы вспомнить теперь, как нам открыть меню быстрого доступа. Это я помню. Нам бы на самом деле, конечно, помедитировать. Так, сейчас я вспомню, как там это все правильно делается. По-моему, вот так. Немножко давайте прям помедитируем, чтобы ХП восстановить. Рюкзак. Так, у нас есть только факел с вами. Угу. Доспехи, сортировка, это я все помню. Там по этим, все это я все помню примерно. Угу. Параметры персонажа. На С, кстати, параметры, да, персонажа. Отхиливается он здесь Нет, очень слабо. из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Так, ай, это у нас этот. У вас есть ведьмачий эликсир, но чтобы его использовать, его следует подготовить. Щелкните на вкладку эликсиры. Эликсир в ячейку эликсиров. Теперь можно использовать этот эликсир в игре, нажмите R, чтобы активировать эликсир из одной ячейки и F из второй. Ну, из второй мы, наверное, вот так вот сделаем. Точность, длительность эффекта, восстановление энергии, но это, в принципе, пока нам не особо актуально.
Вот еду-то мы, я так думаю, оставим с вами. Нам как-нибудь потихонечку отхилиться. Теперь помедленней. Что-то я еще увидел. Хрустальный череп. Птичий череп в черном кристалле. Что-то Знакомая мне вещь. подсказывает, что он принадлежит Йен. Так, точно. Кстати, еще одну секунду. Мне вот интересно вспомнить. Вот эти вот травки какие-то растущие. Это же, по-моему, в ингредиенты, да, что-то там добавляется? По-моему. Да, это в ингредиенты у нас добавляются вещи эти. Здесь у нас еще один гуль. Все, погнали. Погоди, плотва. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Я Севера. почему-то сразу, знаешь, что вспоминаю, скорее когда мимо вот этих вот Родовида. прохожу? Ни Тимирия, Знаешь, ни что Кейдуэна вспоминаю? больше Помните? нет. Родовид говорит, что как только Как он? выиграет Пираты войну, Карибского моря. вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Когда он проплывал, Джек Воробей, помнишь? Висели тоже пираты. Неплохо у вас тут, парни. Ну, все. Погоди-ка. Так, как у нас на шаг переключить? Так, это плотву позвать. Контрол. Жесть. Слушайте, а по-моему... Ардом же, да, двери выбиваются? Что-то нашел. Слушайте, ну здесь просто тотальная была вообще. Порезали вообще все, что есть. Все, кого только можно. И я даже не знаю, есть ли здесь смысл. Ну, в заброшенных я, наверное, в жилых я не буду копаться, а вот в обычных, я так думаю, я пройдусь. А может, вы бы нас от зла-то избавили? От кого? А ну-ка, мать, тормози-ка. Дикая охота на небе всегда к войне. Даже не знаю, чем им здесь помочь, но здесь просто трэш какой-то. Просто жесть какая-то. Что-то мне показано, что здесь... Нет, я, конечно, могу. Как там быстрое сохранение-то? Я лучше по старинке. Ну что, давай попробуем. Слушай, а это же нужно второй, да, меч, по-моему? Против утопцев же. Давай попробуем. Здорово, орлы! На, лови. Бам! -1, дурачок, сразу. Улетел. Ну чё? Еще будем, нет? На, лови. Давайте. Ну. Смотри, как хорошо.
Парой неплохо вы работаете. Кто-то голову потерял. Ну что, продолжим наш разговор? Не понял. Ты куда? Ты куда, родимый? Что это может быть? Это может быть моя смерть, если я сейчас только... Так, парни. Сюда, пожалуйста. Блин, жалко. Парней здесь каких-то... И выбиваем магический клинок. Друзья мои, не зря я сюда спустился. Клинок из Виковаро. Надеюсь, правильно прочитал. 2 рецепта каких-то. Чертежи. Принесите чертежи ремесленнику с соответствующими умениями. Он изготовит вам нужный предмет. Хорошо. Рецептик какой-то выбили. И малый рунный камень. Велес. О, да тут у нас еще и даже так. Вырванная страница, отвар Экимы. Это какой-то, по-моему, по алхимии рецепт. Чертеж меч из Дориана. А зачем нам чертеж, когда у нас уже есть меч? А зачем мне чертеж, когда у нас меч есть? Так. Ну что ж, с почином. С почином нас, друзья. Легкий доспех, друзья мои. Я так думаю, что я буду упарываться, скорее всего, в ДД билд. Это будет очень такой он... жесткий билд, который не терпит ошибок, который будет очень много урона наносить, но если я ошибусь, то, скорее всего, я отлечу. Итак, выбили мы с вами мечик, который, конечно же, лучше моего, он еще и со слотом. Добро пожаловать в коллекцию. Как-то так. Слушайте, так спонтанно мы так с вами неплохо зашли погулять. О! Тю. Здравствуйте. Ну-ка. А ну-ка, ребят. Ой-ой-ой, вот это уже 4-й левел. Это уже может быть опасненько. Ой-ой-ой-ой. Красиво. До свидания. Один удар, он меня, скорее всего, сваншотит, этот чувак. Ой, хорошо, кританул. Ой-ой-ой-ой. Ошибочка. Домой. По пол хп они сразу лупят. Левел высокий, чудищ. С такими ребятами опасно связываться. Так, а что же вы здесь охраняли? Вы знаете, по ходу дела ничего особенного. Железная руда вот у работяг. Какую-то они лодку. О, бутылочка воды. Это, кстати, мне отхил. Это мне понадобится. Еще бутылка воды. Спасибо. А вот еще вот здесь вот что-то валяется. Уголь. Для чего здесь ресурсы, я понятия не имею, если честно, но... Надеюсь. Поймем. Погнали дальше. Так, мне бы теперь только понять, как отсюда вылезти. Это было бы незаменимо на самом деле. Как позвать лошадь? Да лошадь-то я сюда позову, а как... Если он залезет? Да. Так неплохо ведьмак умеет лазить. Ой, как же я скучал по этой игре, боже мой. Ну что ж. С почином нас! Погнали. Неплохо мы так спустились.
И плотва. Идем. Что-то там кого-то кошмарит. Помогите! Воу. Чё, кого? Ну нахер! Нет, ну ты видел? Ты видел? Нормально. Неплохо он так его закоцал. Куда лошадку? Да, вылезай. Успели мы, кстати, спасти работягу. Потому что работяга бы сейчас пал, 100%. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Да, разорвали бы его на тряпки сразу. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Притча модная, согласен. Вы... На ролях. Вам надо думать, вознаграждение полагается. Ну что с него взять? Ну что ты с него возьмешь? Ну, это работяга обычный, господи. Это же не какой-то там, я не знаю, богатый чувак, там барон или еще кто-то. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. Я думаю, так правильно. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Да он и так бедолага, у него ни кобылы, ничего нет. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил, доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да. Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так может, чего и узнаете? И вот еще что. Блин, Хозяйка забыл, там как моя удары двоюродная парировать. сестра. Скажите, Из что башки Брам вас вылетело. послал. Так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Ну что ж, погнали. Блин, забыл, представляете, как этот делается. Так, Backspace. Давайте почитаем. У нас, я думаю, всем будет интересно. Бестиарий. Грифоны, друзья мои, грифон. Это такой довольно весомый чувачок. Полуорел, полукот. Полуорел, полукот. Совсем как у дворян на гербе, только в когтях нес не скипетр, а коровье стерво. Не знаю, как правильно ударение. Когда-то грифоны жили только высоко в горах, где охотились на сусликов и горных коз. Но однажды они поняли, что на населенными людьми равнинах найти себе пропитание гораздо проще. Неважно, корову, овцу или пастуха. Это чудовище, соединяющее в себе черты орла и дикого кота, буквально за несколько лет стало одним из самых ужасных бедствий северных королевств. Особенно дурной славой пользуются королевские грифоны и архигрифоны. И в бою поможет, у нас так есть тут подсказочка, маслица у нас поможет и, по-моему, какой-то значок. Мы его я так думаю, при борьбе с ним я его использую. Я пока их, ребят, не помню наизусть так все значки, но как-то так. Как-то так. Ну что ж, продолжим. Забыл, как, представляете, парировать атаки. Только что вот учился, уже из головы вылетел. Грифон так близко. Там что-то в последний момент перед атакой Странно. что-то Вот зажать и мне нужно. так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у большака.
Может, А это ну-ка, из-за подожди-ка, войны? родной. Повсюду трупы, запах крови, паленой А ну плоти. подожди-ка. Иногда это сводит чудовищ с ума. Вода. Людей тоже. Слушайте, где вода, там и мои друзья, скорее всего. По-моему, ПКМ, да? Не, ПКМ, да, в последний момент. Слушайте, а тут случаем нету... О! Тю! Сейчас мы наш мечик-то и используем. Так, 4-й левел. Зараза, они с 3-го позовут. Что это может быть? Это может быть жопа. Ай-яй-яй, отбежал. На том берегу еще 3. Да, опыт бы мне сейчас пригодился, конечно. Сюда вылез. Иди сюда. Плохо, парни. Спокойно. Слушайте, они умные, они нападают-то тоже не по одному. Вот это со спины может зайти. Так, это мой пассажир. 2. Ребят, будете, когда игру проходить, если на максимальном уровне сложности, будьте предельно внимательны, потому что они могут сваншотить, эти ребята. Особенно сильным ударом они могут... Ой-ой-ой. В спину там вообще без шансов, там сразу крит влетел. Я его прям подловил на ударе в спину. Так, ингредиенты соберем. Они всегда что-то охраняют, а... Что, в этот раз меня кинули, что ли? А чё это? Меня киданули, что ли, в этот раз? Слушайте, а вот на той стороне они что-то охраняют. Там вот какой-то клад. Там у нас что-то... интересно. Я хотел бы переплыть, но что-то как-то опасненько, если честно. Интересно, а плотва пройдет по воде? Глубоковато. Давай попробуем. Надо очень аккуратно, а то можно тогда плаваться. В воде мы с вами, ребятки, вообще беззащитны. Прям вот вообще. Нормально, там чувак рыбу ловит. Там эти типы. Слушай, а может мне вообще им щемануть их как следует? А ну-ка. Поехали. Черт! Ага. Сокровище под охраной. Вот это мне нравится. Слово сокровище — это красиво. Ввысь. Что ж, я зря в Mountain Blade, что ли, столько играл? Погнали.
Опасно. Ой, хорошо. -1. Танцуем, танцуем. Что это может быть? Эй! Подходи. А мой. Изи для ведьмака, просто изи. Найс байт, пацаны. Так. Ну и плюс сокровища наши. Я не знаю. Ну я что, я виноват, что ли? Тайминги. Тайминги. Знаете что, я от греха подальше бочки лучше подожгу, потому что... Ну его нафиг. А то, не дай бог, я сейчас что-нибудь сделаю не так, они взорвутся и все. И... Я с этим не дружу во всех играх. Я обычно какую-нибудь кнопку прожму, не обращу внимания. Так вот побезопаснее. Так, слушайте, они здесь неплохо так. Шелк. Фиал, не знаю, что такое. Наверное, тоже для крафта. Оу, клинок бригады Врихет. Синий клинок. Болт с широким наконечником. Это, наверное, для арбалета. Вырванная страница. Отвар из тролля. Рецептики собираем, ребятки. Не зря за гнома играли. Цидарийский гамбинезон. Обычный предмет. Ну, к сожалению, он обычный. Он не какой-то крутой. Здесь есть градация, ребят. Здесь есть такая же градация. То есть там он что-то серый, там синий, желтый, еще какой-то. Так что как-то так. Ну что ж. Сохранение. На это же прям перезапишем. Так, и давайте зачекаем, что мы там за одежечку выбили. Плюс 6. Да, неплохая броня. Легкий доспех, между прочим, то, что мне и нужно. Сопротивление колющим ударом, сопротивление ударному урону и рубящим ударом. Прекрасная броня. И очень, я считаю, красиво выглядит. И синий меч. Слушайте, а мечик-то синий послабже. Я так понимаю, все-таки золотой покруче, чем синий. Да? Пробитие доспеха, дополнительный урон прикрытие. А этот что дает? Пробитие доспеха, шанс критического удара. Этот дает шанс критического удара. Продадим. Мы люди не гордые. Мы люди не гордые. Давайте свистнем плотву. Пойдем уже по основному заданию, дабы особо так нам не отвлекаться. Погнали. Слушайте, неплохо, да, мы так взлетели? Будь, ты шо, родная? Отдохни. Так, давайте-ка мы пройдемся здесь. Послушаем, как настроены местные. Это верно. От тех сливок у меня болит. Надо готовить. Сливок живот болит, но надо жрать слив поменьше с молоком. Вот дает. Нам солнышко светило. Как кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик, башку ты отрубили. Я просто возьму, а потом верну. Только мальчонку локоть сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что Вот тут согласен, я вообще ни при чем. Не украл, а одолжил. Это разные вещи. Не надо путать холодное с горячим. Так, пришли в таверну. Воу, ты давай там поаккуратнее. Ля басурмане. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерия, дед, а Нильфгард.
Почему-то мне название Нильфгард Да не в жизнь. сразу как-то... Что-то как-то вот на слуху... На слуху эти... Да-да-да, Лех, по часу. На слуху сразу, знаешь, что вспоминаю этот... Как он называется? Скайрим. Не знаю почему. Прям Нильфгард, Норды, да, что-то такое сразу. Навеивает. Блин, плечо у моего Чё? разодрано. Ведьмаки? Так, все встали и извинились. Ну-ка быстро. Хадость. Я с выродками не пью. Бан. Сразу. Палец, Прошу говорит, прощения видишь? за этих пинчук. Сейчас, говорит, я вам Да простимулирую. ничего, мы привыкли. Откуда, говорит, голос в ночи раздался? Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и Грифон шныряет. Я что, на Грифона похож? Мы с ним уже успели познакомиться. Встретил я твоего родича, Брама. Брама? Что с ним? Живой. Передает привет. Судари-ведьмаки? Еда и питье за мой счет. Чего изволите? Реплики со значком торговли открывают окно торговли. Так. Ха! Вот за что люблю я вот такие игры. Это вот все, что торговля. Вот эти вот всякие ресурсы, крафт. Ой, вот это вот мне такое нравится. Давай, давай, мать, заряжай. Сейчас без штанов все уйдете. Так, давайте сначала по квесту. Мы ищем одну женщину. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И знаю, что это звучит глупо, но пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да, ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Поспрашиваем. Диалог, конец разговора. Реплики со значком таким-то завершают разговор. Это понятно. Оживленно у вас тут. Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Ну, по Пока факту, оно, да. конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. Ребят, мы все-таки ведьмаки. Ведьмаки это такие товарищи, которые делают что-то за деньги. То есть убивают чудищ, освобождают что-то, да, там, так скажем, какие-то поселения. Но делают это за деньги. То есть такой вот у них принцип. А денег-то дают за Грифона? Эх, пока нет. Ну как закошмарит. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал к господину просить логично. помощи. Наемный теперь убийца, ну староста что-то типа даже такого. в нужник без согласия черных Грубо, не ну ходит. что-то такое. А Наемники, господина, да, кажется, обычно. повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. По факту наемники. По факту. Не, ну за спасибо никто, конечно, не будет ничего делать, это понятно. Отыгрываем роль персонажа все-таки. Покажи, что у тебя есть. Покажи, что у тебя есть. Торговля. Для покупки и продажи предметов используйте панель торговли. Это понятно. Чтобы купить... ага. Так. Да у меня особо и нет ничего, я не знаю. Она же покупает только что-то определенное, да? Так, я так понимаю, вот это мои монеты. Это моя грузоподъемность. Это ее монеты. Да, вот продавец. Гвинт! Тю, я забыл же, что в Ведьмаке-то это есть тема. Оу, Гвинт, говоришь. Это интересно. Так, может продать торговцам и разобрать на составные части. Фиал, мусор. Ну, раз мусор, наверное, продаем. Вещи для заданий, хрустальный череп, это мы оставляем. Еду мы оставляем, потому что без еды, к сожалению, я вообще здесь как без рук. Факел, вы знаете, наверное, надо оставить. Хрен его знает. Пойдем в какую-нибудь задницу и понадобится факел, и ничего мы не сделаем. А сколько у тебя, мать, курочка стоит?
75 монет курочка? Да ладно. Так, ну вот это по 5 монет, я ж правильно понимаю? Давай у тебя маленько вон пельмешей купим. О, вареник. Так, а что у тебя еще подешевле есть? Что-то у тебя, мать, цены, как я не знаю, как... И ильчка вот по 13 рублей. Яблочки по 9. Картофанчик. Картофанчик дорогой. Картофанчик уж больно дорогой. Хлебушек 9. Это дорого. Ну, яблочки по 5 можно взять. Тоже почему бы и нет. Водичка, кстати, дорогая тоже. Причем такая прям прилично дорогая. Так, я предлагаю на этом пока как бы нам тормознуться, потому что вроде как нормально. Надо пошариться по бочкам, сейчас найдем еду. Спасибо. Спасибо, родная. Спасибо за все. Этот у нас наш... Одежда вся такая покоцанная, знаешь, потертая. Ну, как говорится, дареному коню в зубы не шибко смотрят. Так что как-то так. Это лучше, чем ничего. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Черные уже поля меряют. Так, мы осуждаем вот эти вот слова. Вот эти... не жгли. Ой, драмет. Так. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Да ты философ. Приблуда, покуда у нас пиво в кружках не скисло. Как ты говоришь? Слышь ты? Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Ложки нет. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. О, была, поехала. Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. То есть она здесь была. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык от нему, если не заткнешься. Ты не пойму, что? Суицид Тим, что ли? Затерпел парень. Ну, как говорится, бывает. Так, я знаете, что хотел поставить? Я бы хотел еду поставить. Наверное, вот пельмеши какие-нибудь я бы поставил, а вот водичку-то я пока бы тормознул. Водичка, ребятки, подороже стоит. И вот так вот как-нибудь, да, я думаю, надо сделать. Наверное, вот так вот. Что, затерпели? Сидим спокойно, тут не пукаем. Так, вон еще работяги сидят. Еще раз. В игре 4 фракции. Воу-воу. Чего? Фракции, команд, масть. Барсик. Червы. Только у каждого цвета свои фигуры и еще особые карты. Тайник. В тайнике можно хранить предметы, не опасаясь воров. А, ну это как типа сундук во всех играх, я понял. Ну, а что мне там хранить? У меня как у латыша. Не в обиду, конечно, ребятам, это так говорится. Дальше говорить не буду, там знаете, как говорит. Я, наверное, все пока оставлю. Они, в общем-то, перегруза у меня нет. А то, покуда вы мне эту свою игру изложите, уже стемнеет. Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Так ты меня научи. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор Академии. Читаю курс современной истории. Мое почтение. Геральт из Ривии, ведьмак, незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница войны лишь сказка. А ну-ка расскажи-ка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Это скептик такой.
Что ты здесь делаешь? Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны. Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть Достойно. агрессию Нильфгаарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой Демастер, опус здравствуй. магнум. Мое почтение, брат. Опиши войну такой, какая она есть, мой друг. Может, хоть кто-то наконец опишет войну такой, какая она есть, без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость — это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий колорит. Ну-ну. Ага. Скажи это людям, у которых сожгли дом. Вместе с людьми причем. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгаард, с другой Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих. Стратегический город, наверное, какой-то. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ага. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены. По делу говорит. Еще не сокрушила ни одна военная машина. И не поспоришь. Ученые все-таки тоже, Мне ребят. надо идти, прощай. Очень важно. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты в Вомж, гвинт что ли? играть умеешь? В гвинт? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Давай. Давай. Научи только меня, я не шарю. Вообще, почему нет? Я Отлично. слышу, Лёх. Сейчас объясню тебе правила. Сейчас сыграем. Да я без обучения как-нибудь разберусь. Наверное. Королевство. Угу. Король Тимерии. Я просто мне бы вспомнить только, как перекидывать. К сожалению. Угу. Я думаю, за какую фракцию здесь... Не-не-не, я примерно помню, ребят, как Гвинка играть. Так, плюс-минус. Я просто единственное не помню, как вот собирать... Один раз надо просто колоду сделать, и все гуд будет. Мгла, она, по-моему, силу дальнобойных, ливень пехом. Это осадным, а мороз пехом. Угу. Ясное небо
Можно, в принципе, вот так вот сделать. А, все. Справа же, да, вся колода моя? То есть она full, да, здесь колода? Все, я понял. Значит, то есть лишнее просто, да, надо скинуть? Давайте просто сыграем. Я сейчас маленько вспомню, как играется сейчас, ребят. Это типа этого. Какую карту обменять? Давайте, наверное, вот эту. Вот так вот сделаем. Давай попробуем. Кавалерия — это пеха, да? Пехи считаются. Я знаю, что затупил, у меня лучников нет. Вот это вот очень жесткий был затуп. В принципе, если он сейчас даже... Надо мне было этот... Угу. В Гвинт надо мне будет, конечно, посмотреть, как играть. Ну, дальнобойно я ему сейчас отменю все. Я не думаю, что у него есть этот... Не помню, как могло юзать. У меня, наверное, не осталось сейчас совсем карт. Я же забыл, блядь, то, что они одна с другой идут. Угу. Остался только холод. Я сейчас проиграю. Очень много сделал этих. У него по-любому карт еще куча осталось, конечно. Надо было этот, как его, я же забыл, то, что они один за другим играют. И один за другим идут. Карты. Надо было более грамотно играть. Ну, типа... Ни у кого карт нет. Сейчас мы... Подождите, Да, я еще раз с ним сыграю. Эта игра не для каждого. Здесь требуется аналитический Тупо ничья. склад ума. Я бы выиграл. Если доведется побывать в я еще раз Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в Гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Ничья, ну для первого раза нормально. Я просто забыл, ребята, что карты одна колода только дается. Ладно, ничего страшного. В следующий раз что сыграем. Мне только напомнить. Как и все. Нет, не как все.
Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. 2 шнапса. Это улучшит тебе настроение. А я не пью. Я не пью с незнакомцами. Да ладно. Я понимаю, место это занюханное, но рюмочку для аппетита ты бы мог пропустить. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Что-то он какой-то мутный персонаж. Прям у него по роже написано какой-то этот. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Угу. Ты кто? Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Родим, к вашим услугам. Гюнтер. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин Зеркало и стеклянный человек. А откуда ты ее знаешь? Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии, мясника из Блавикена. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Немного ли он знает-то, нет? Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ты угадал. Это любовь. Я важно, так чтобы он дал и инфу. знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Опа. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира В лагере. гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Веревочка дальше пошла. Красиво. Спасибо. Красиво. Спасибо, Мы, родной. люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Запомним. Так, что у нас тут? Так, у нас... Понял. Так, у нас, знаете, что меня напрягает? Надо хпшечку дожать до талого, а то что-то у нас она... Фулка красиво. Ну что, выпил? Нет. Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. 3 в 1, пацаны. Так, Валера, неси травмат. Так, ложки Я нет. ничего не сделал. Успокойся. Правда. Ничего не сделал. Профессор Кашпировский в деле. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! Понимаю. Твоей жопой я сам займусь. Не-не-не, ты давай. Пускай его! А, 2 в 1? Что, как лицо нормально там на месте? Что, я у мамы миксфайтер? Я сейчас волыну достану, реально. На прогиб. Приятно было познакомиться. Вопросы есть? Вопросов нет. Пост дал, пост принял. Какие-то вопросы были, нет там у кого-то? Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот Но! дурак случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Так ему чик-чик. Но пошла. Сохранение игры. Было такое.
Ну что ж, друзья мои, я думаю, сейчас будет логично сохранить игру. И серия получилась мега насыщенной. Очень такая, знаете, емкая, красивая и толковая серия. Ну а вы, как всегда, в комментариях на ютубе не забывайте ставить лайки. 10 колосей, дальше продолжаем играть. Но я говорю, это серия игр, это как споры. Она будет набирать и набирать и набирать лайкосы. Я считаю, безумная будет активность, потому что нереально интересно. Ну, это просто Ведьмак. Здесь дальше говорить даже нечего. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, как всегда, напишите комментарии. Может быть, я где-то что-то упустил, где-то какой-нибудь тайничок есть. Там всякие там штучки, дрючки, вы шарите. Ну, а с вами, как всегда, был я, Леха, мой ник Антарадун. Вы находились на канале Hard Games. Hard Play, Hard Games, как угодно называйте. Спасибо за то, что со мной. И приходите на стримы вечерние на канале Твича. Ссылочка будет внизу в описании. Подписывайтесь на страницы. И не забывайте покупать мерч. Также найдете внизу в описании. Пока-пока. Удачи. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.